Пожалуйста, welcome Dortmund. Какие есть возможности здесь? Это чем хорошо? 350 евро, 15, 20, 49, 70 евро, но это можно купить все за 3 евро. Мне было страшно. Да, вот это немножечко шокирует в Германии. Возможно. Мне завтра еще предстоит это. Я думаю, надо выехать за пределы. Я немного сменила направление. Шустрее, быстрее. Я не сижу дома. Стучись, как говорится, тебе откроют. Именно здесь, в этой стране, была цель. Да, я это сделала. Я знаю, что это было сложно. Умничка. Мне она нравится. Здравствуйте, дорогие мечтатели! Сегодня мы в гостях в Дортмунде у Яночки Стомы. Яна приехала из Беларуси на прохождение Ausbildung и расскажет нам о том, как проходит Ausbildung, с какими сложностями или, наоборот, интересными вещами она встречается во время Ausbildung. Яна, спасибо большое за то, что вы согласились поделиться своими впечатлениями сегодня. Яночка, как долго вы уже в Германии? Здравствуйте еще раз. В Германии я уже ровно 3 месяца. Получается, я приехала сюда 30 марта, и вот сегодня уже 2 июля, да, ровно 3 месяца. Что послужило стимулом к переезду? Почему вы решили переехать на обучение именно в Германию? Я уже была однажды в этой стране, и я была под впечатлением. Мне понравилась и культура этой страны, и ландшафт, и архитектура, в принципе. И язык мне нравится, скажем так. Вот. И, в принципе, я решила попробовать свои силы, возможности. Смогу ли я здесь самостоятельно свою, так сказать, цель реализовать именно в медицинской сфере и именно здесь, в этой стране. Мне она нравится. Вы же по образованию социальный работник, да? Высшее образование, вы уже работали до этого с людьми. Да, моя специальность — специалист по социальной работе, психолог. И вот сейчас здесь я немного сменила направление в медицинскую область. Коммуникация, конечно же, осталась, потому что, это мое, да, с людьми работать, это мне очень нравится. Супер. Немецкий язык вам нравится, это прекрасно, потому что не все разделяют эту точку зрения. Многие считают, что это сложный язык, и долго нужно его учить, долго и сложно, и иногда даже болезненно. Расскажите, пожалуйста, как это проходило у вас? Сколько вы учили немецкий язык? Где вы его учили? Изучала я немецкий язык в школе Lingua Medicus. Рекомендую эту школу. Вообще особая благодарность Татьяне Шевченко, преподавателю, и Валерии Воробьевой. Прекрасные преподаватели, конечно же, очень много зависит от подачи языка и от своих возможностей, от желания, и от цели, и от мотивации. У меня она была, и, наверное, поэтому он мне давался немного быстрее. Каждый день после работы я с удовольствием садилась за компьютер, учила новые слова и читала литературу, потому что у меня была цель сдать язык в Гёте-институте. Это экзамен не из легких, тем более учила я его на тот момент только 6 месяцев, и уже требовалась сдача экзамена. Вот. Но большое спасибо данной школе. У вас там такая история была, что вы готовились к B1, да? Для Ausbildung нужно B1 сдать. Но я помню, что вы ездили в Москву сдавать, да? Верно. В Гёте-институт. Да, а почему? Когда в феврале я начала учить язык с А1 в январе месяце, то есть в начале, может быть, 7 января, где-то так, и уже в феврале появился потенциальный работодатель. И возможность была начинать Ausbildung уже с сентября или с октября этого же года. И, естественно, мне нужно было ускориться. И для этого язык
B1 Гёте-институт. Но, к сожалению, у нас в нашей стране как раз к тому моменту, к июню месяцу, он закрылся, институт, и мне пришлось ехать в Москву. Мгм. Да, и я сдала его, и я очень горда за это, потому что 6 месяцев с А1 до Б1 — это очень короткий период, но я справилась. Это очень круто. Это очень круто на самом деле было. И такой Herausforderung, как бы сказать, на что ты способен, сможешь, не сможешь. И проверить себя, свои силы, не только проверить, но и да, я это сделала. Дорогие друзья, перед вами сидит живой пример того, что до уровня B1 можно дойти с начала изучения всего за 6 6 месяцев. месяцев. Да. Если учить упорно. Что значит учить упорно? Это не только учить на занятиях, это, Каждый день. насколько я знаю, вами были всегда довольны все преподаватели, они вас очень хвалили. А за что? За то, что постоянно выполнялись домашние задания. Домашних заданий выполнялось больше, чем было задано. Да. Потому что Яна все время интересовалась, спрашивала. У нас даже, по-моему, был период, когда вы писали на немецком языке сообщения нам. Да, наверное. Я уже не Да. помню. Уже в Я последнее зато время помню, столько писем Что было это был написано. такой отрезок, когда вы, ну, я так поняла, вы на тот момент себя погружали в языковую Да, среду, как да. можно больше, старались общаться. Я помню, что Яна, даже общаясь со мной, переходила на немецкий, старалась, вот когда мы созванивались, старалась это делать, и я все время это поддерживала всегда, потому что это действительно помогает, когда помимо обучения ты делаешь все для того, чтобы больше и больше нагружать себя, Мгм. такой лексическую давать нагрузку. Это помогает в обучении. И, пожалуйста, человек за 6 месяцев — это вполне реально. И у вас тогда еще, у нас сейчас занимаются по 8 часов в неделю, а на Мгм. тот момент вы 6 часов. 6 часов, 3 Вот раза в неделю. 3 раза в неделю по 2 часа — это основные занятия, Мгм. а все свободное время посвящали сами изучению Сама, да. языка. Но мне это интересно. Это было интересно, это была мотивация, Мгм. это была цель. И мне кажется, если она есть, то тогда на первый план идет то, что нужно сделать мне и сейчас, в принципе. Ну, Мгм. такая формула как бы была у меня, да. Умничка, умничка. Если вы приедете в Дортмунд, то непременно увидите построенное в 20-е годы прошлого века здание пивоварни, с которого сияет ночами исполинская буква «У» высотой 17 метров. С 2010 года здесь расположен Центр искусств, творчества и экономики. Северная Рейн-Вестфалия – это земля любителей пива и футбола. Кронен была одной из старейших пивоварен Вестфалии, штаб-квартира которой находилась раньше на старом рынке в Дортмунде. Этой пивоварне более 550 лет. Немцы ценят семейный бизнес, и некоторым семьям удается поддерживать его веками. Яночка, расскажите, пожалуйста, о том, как вы привыкали. Было ли это сложно? Ну, я знаю, что это было сложно. Да, Да. я немножко вам помогу Да, рассказать. первый месяц на самом деле был сложный, потому что нету ни друзей, ни подруг, вообще никого, ни знакомых. И ну что, надо было набраться сил и думать, как, что, стучись, как говорится, тебе откроют. Вот. И в школе
сложность, и вообще сложность была это языка. То есть, когда мы учим одно, на самом деле, по факту, люди говорят быстрее, люди говорят со своим сленгом, что ты понимаешь. Плюс людей, которые, например, мои ровесники, либо старше, язык, он меняется, да, и мои одногруппники, например, они говорят как-то шустрее, быстрее, свой сленг, и не понимаешь, да, вот Мгм. это вот сложность в коммуникации. Вот. Вторая, что как, вот я приехала, что дальше делать, учеба. Вот. Но для этого есть в этой стране специальные организации. Здесь очень нравится, что для интеграции есть всевозможные курсы, объединения, то есть по интересам, по языку, по работе. Вот. И я нашла в Кёльне одну организацию, которая, так сказать, выделяет битроера, да, и которая помогает в документах, в общем, в интеграции, да, по учебе и вообще по общению, потому что его здесь реально не хватает. А, Так что, в принципе, пока вся организация документов шла, уже и сам найдешь что-то, уже и сам въедешь, так сказать, в процесс. Немножко теперь расскажем об истории, как Яна приехала, насколько это было немножко стрессово, да, в начале. Потому что Яна должна была начать у нас в нашей амбулаторной службе проходить аусбильдинг в Sky to Sky. Это амбулаторная служба, которую мы вели в Дортмунде. У нас там оставалась как раз неделя, да, до вылета вашего. Уже все было готово. Аусбильдингсплац у нас был готов. В школе вас ждали, виза была на руках. Но мой партнер сказал, что у нас нет возможности проводить обучение за неделю до вылета Яны. И мне пришлось искать в срочном порядке новый Ausbildungsplatz. Нашли мы его за день буквально, организовали собеседование. Это было достаточно стрессово. Я помню, Яна, ваше состояние в эти дни. Мне было страшно, но как было вам, я только могу представить. Но мы своих не бросаем. Да, это было дело принципа, чтобы вы после того, насколько я знаю, как вы быстро учили немецкий, как вы хотели приехать, еще были долгие месяцы ожидания именно визы, да, ее дали позже. И я видела, сколько вы сделали для того, чтобы все-таки приехать в Германию, начать аусбильдинг. Поэтому, конечно, так просто вот уже находясь у цели, ну, мы бы этого не позволили, да, вам не приехать. Это было уже дело принципа. И, конечно, вот с таким стрессовым переездом на фоне этого меняется работодатель. Вы приезжаете в этот момент к новому работодателю, с которым вы фактически знакомы были только онлайн, один раз побеседовав, Stellungsgespräch. Они очень хотели вас принять, да, но были фактически не готовы, и все это делали по ходу действия. Да, оформляли документы вместе с вами, оформляли страхование, то есть они делали это, насколько я знаю, справились достаточно хорошо, но у них это заняло немножко больше времени, да, не месяц, а 2. И, конечно, на фоне этого вначале так бывает, что стресс. Я вот недавно снимала видео о этапах адаптации в новой стране, и первый этап эйфория, второй этап разочарования, да, там и так по этапам 5 этапов. У вас фактически эйфории не было, да? У вас сразу все сразу началось. У меня не было, пока нету, да. Пока еще нет, да. Но что в этом плане очень важно делать? Мне кажется, важно быть активным, да, для того, чтобы... Обязательно. Это условие, я бы это назвала такой витальностью, что ли, когда ты сам в себе находишь ресурс и знаешь, что тебе нужно двигаться, начинаешь двигаться, и чтобы не задерживаться в этом состоянии, потому что оно увлечет. Вот, и поэтому идешь, двигаешься, как я уже и сказала, стучитесь, да вам откроют. Я написала письма в разные организации, что мне делать, куда мне идти, то есть какие есть возможности здесь. Это на самом деле
Мне ответили, да, и я вообще на самом деле благодарна и за поддержку, она здесь есть. Да. Сейчас уже, я так понимаю, что все хорошо, да? Да, все На идет. учебе. Просто в Германии получается все немного замедленнее, чем, например, в моей стране. Немного по-другому идет с банковскими картами. Это есть такие моменты, важные моменты, которые нужно учитывать уже при переезде. Например, та же самая карта. Надо быть готовым, что не сразу же дастся конто-счет. То есть надо ждать, и нужно иметь какой-то запас денег, финансирование. Это обязательно, потому что в данный Сколько, момент как вы думаете? я ждала. Все зависит от Ausländerbehörde, все зависит от термина, поэтому моя рекомендация, как только приехали, сразу же, наверное, не теряя времени, в тот же момент брать термин на Anmeldung, потому что оно длится долго. В моем случае мы подались, получается, 11 апреля, термин я получила только 25 мая. Через И фактически через полтора фактически месяца. 1,5 месяца. И пока я получу этот термин, пока у меня будет моя регистрация здесь, без регистрации я не могу открыть конто. Да, вот это немножечко шокирует в Германии. Это такой вопрос, да. Одно за одно цепляется. Вот, это что касается конта. Что касается страховки, тоже нужно ждать, потому что без термина, без Anmeldung не будет того же, что и номера. Это тоже очень важно. Вот, поэтому финансовая сторона при переезде играет также большую роль. А сколько нужно брать, вот, например, иметь, как вы думаете, с собой запаса денег? Вот из вашего опыта, когда это такой вопрос часто задают, сколько брать с собой денег? Ну, я бы ответила, все зависит от запроса того, кто едет, потому что мне для счастья, для жизни немного надо. Как вы думаете, вот на первое время одному человеку, потому что обычно один переезжает, хватило бы 1000 евро? Вот так, чтобы снять квартиру и Снять дождаться зарплаты? квартиру, с квартирой надо найти жилье, то есть надо тоже заблаговременно об этом подумать, потому что снять жилье не каждый арендодатель хочет это делать онлайн, то есть человека нужно увидеть, это играет тоже большую роль. Вот. Например, комнату снять можно и без кауциона за 350 евро, да. И, кстати, после анмельдинга надо не забывать, что здесь оплачивается рundfunk, то есть обязательно надо платить за радио. У кого сколько, не знаю, мне выходит 20 евро, хотя я его и не смотрю. Да, сейчас все. Это такой больной вопрос в Германии. За радио нужно платить. Это странно. Да, это одна странность, которая, да, вот, ну, нужно тоже учитывать. Так, следующее. На продукты питания, опять же, у кого какие запросы. Мне хватает совсем немного, потому что кушать особо порой забудешь, потому что бежишь на работу, бежишь на учебу, с собой возьмешь какой-нибудь там сэндвич, придешь домой, хорошо там перекусишь, что-то приготовишь, ну, около 200 евро, конечно же, если уже так сократить, то можно и меньше. Вот. Плюс телефонная связь 15-20 евро. Билет сейчас, благо, есть за 49 евро, и вообще он столько возможностей дает. В выходной день можно и попутешествовать, можно сказать, бесплатно. То есть съездить, ну да, нужно потратить это проездной, да, времени. Да, 49 евро, он действует по всей Германии, начал у нас действовать с 1 мая. Я думаю, все лето будет. Первый месяц, в апреле, я приобретала себе такой шультикет для Ацуби. Он стоит, если наличными деньгами, то 70 евро, ну а когда появляется конто, тогда, по-моему, 63. То есть есть какая-то и скидка для Ацуби. Есть одно приложение To Go, по-моему, называется, надо глянуть. По поводу питания есть специальные магазины. Чем мне, опять же, нравится Германия, не выбрасывают продукты питания. То есть это не касается тех, у которых выходит срок годности, нет. Хорошие, даже те же самые фрукты, выпечка свежая. То есть надо просто зарегистрироваться и посмотреть, в какое место можно съездить, и дешевле это забрать. То есть когда стоит 3 евро, 7 евро, то можно купить все за 3 евро. Но это надо гуглить, смотреть.
Дортмунд находится в земле Северной Рейн-Вестфалии. Эта земля очень развита экономически, плотность населения здесь высокая и транспортная развязка достаточно удобная. Именно поэтому в эту землю стремятся многие, кто хочет сделать карьеру, учиться чему-то новому. Многие соискатели из разных стран приезжают сюда на обучение и трудоустройство. Дортмунд не только развит культурно и промышленно. В этом прекрасном городе, раскинувшемся на реке Эмшир, сохранено много памятников архитектуры. Замок Хоhenсибург – одно из самых романтических, укутанных загадочной аурой мест, которые нам удалось посетить в Дортмунде. Замок начали строить еще в VIII веке. Здесь же неподалеку находится памятник императору Вильгельму, построенный в 1871 году на холме Хоhenсибург. Он состоит из башни с обзорной площадкой наверху. На оси входного портала была установлена конная статуя императора. В руинах на стенах здания изображены фигуры канцлера Бисмарка и маршала Мольтке. Отсюда открывается поистине зачаровывающий вид. И вы когда приехали, у нас еще была история с поиском квартиры, да, что нашли квартиру отдельную, она стоила там 500 евро, тоже по знакомству мне удалось найти, а потом появилось предложение тоже по знакомству уже снимать комнату. Благодаря вам, да. Ну, это, кстати, вот с поиском квартиры это отдельная история, потому что искать онлайн, ну, ребят, это достаточно сложно, да, квартиры улетают, нужно сразу приезжать и смотреть эти квартиры, нужно сразу писать какое-то заверение о том, что эта квартира будет сниматься, и ее будет человек оплачивать, и обычно поиском квартиры, вот у нас тоже спрашивают часто, как ищут квартиры, и занимается или работодатель, или мы помогаем, ну, как можем, да, а можем мы как приехать, посмотреть, написать какое-то заверение, снимаем еще видео, делаем вот нашим студентам, клиентам, отправляем, нравится, не нравится, потому что у всех разные запросы. И на тот момент вот квартира отдельно стоила 500 евро в центре Дортмунда. Но она была небольшая, да, насколько Она небольшая я помню. квартира, да. А сейчас вы живете в комнате, да, это как Да, ВГ? я сейчас снимаю, да, комнату арендую в прекрасном месте, в прекрасном районе на юге города. Здесь хороший ландшафт, много природы. Вообще очень спокойный район, что мне, в принципе, нравится, да, в отличие от других районов, очень шумных. Да, здесь все прекрасно. Есть все, что нужно для, в принципе, для жизни в этом районе есть. И метро, и магазины, и аптека, и так пару магазинчиков, и природа, и спокойствие, и автобус. Все есть. Класс. Все, да. И врачи. То есть вся инфраструктура. Вся инфраструктура находится, да. Плюс юг здесь, ну, немного, да, поинтереснее, скажем так. Яночка, как проходит ваше обучение? Расскажите, пожалуйста, какое у вас расписание? Это же дуальная система образования, когда вы параллельно практику, то есть блоками проходите практику и теорию, теоретические фазы. Расскажите, как получается, 3 месяца мы учимся, то есть дается сразу же, естественно, план на все 3 года обучения, то есть почасовой план. Сколько часов должно быть в школе, сколько должно быть в Einsatz, то есть на Betrieb, в бюро или в тех местах, где будет практика. У нас, значит, первое – это школа, блок, шульблок, 3 месяца, практически 3 месяца. Это самый длинный, по-моему, был. Мы остановились на том, что 3 месяца вы учитесь. Да, значит, мы, получается, 3 месяца учимся. И потом выходим на определенное количество часов. Ну вот сейчас у меня получается с 1 апреля по 16 июня теория.
с 19 или с 18 июня по 17 сентября практика. То есть это ознакомительная практика на моем рабочем месте. Что касается обучения, естественно, даются домашние задания, даются практические, которые мы делаем как групповые, так и индивидуальная работа, за которые мы получаем оценки. Это чем хорошо? Не знаю, как в других школах, но я нашла в этом фортель. Хорошо сделаешь практическую, и, возможно, перед клазурой этот предмет не попадется тогда на вот этой вот клазуре. Да, то есть Клазура уже это экзамен, да, да? это контрольная работа, да. Возможно. То есть у нас так 2 предмета, так скажем, вышли. Но зато мы готовимся, мы делаем эту практическую, потому что публичное выступление, то есть есть свой вопрос, и ты его рассказываешь всем, в том числе и преподавателю. С одной стороны, это тренирует, страшно, но тренирует говорить уже öffentlich на английском языке, плюс по медицине. Стоит пройти, да. Тренинг такой. Тренинг, да. Нравится ли вам организация в школе? Организация в школе. Что не нравится? Есть свои сложности, да, в том плане, мы сначала учимся, а потом в самом конце, то есть мы пишем контрольную работу по всем предметам. Вот это, да, стрессово, наверное, потому что для тех, у кого недостаточные знания немецкого языка. То есть, в принципе, на русском языке можно это все расписать, это понятно. Вот, на немецком это есть сложность, да, потому что можно на контрольной не понять просто вопросы, и это уже хватит для того, чтобы снизить немножечко балл. Но в плане подхода преподавателей мне он нравится. К нам относятся с пониманием того, что мы можем что-то недопонимать на немецком языке. То есть повторяют, где-то преподаватели могут говорить медленнее, если что-то не понял вопроса, не понял задания, есть возможность переспросить и ответить. И это большой плюс. Да, спасибо. Сколько студентов в группе, в потоке? Значит, у нас в группе 23 человека, да, в основном все приезжие. Где-то около 10 человек это местное население, остальные все выходцы из различных стран. Что касается русскоговорящих, я одна на потоке, я одна в школе. Вау. Одна в школе, и от этого, да, тяжеловато, потому что связи, коммуникации именно на своем языке, если что-то хочешь переспросить, увы, приходится или переводчика использовать, или как-то... Как говорят немцы, Pech gehabt. Да. Вот. В принципе, коммуницируем, все отлично, и такая мультикультурная, скажем, группа, и, в принципе... Взаимоподдержка, она есть. И Супер. это очень важно. Как зовут рекордсмена немецкой сборной по количеству голов? Где была основана Бундеслига? За кого болела Ангела Меркель в финале чемпионата мира FIFA 2014? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в Музее немецкого футбола. Давайте окунемся с вами в эту атмосферу накала страстей, переживания и спортивного духа.
А вначале вы мне рассказывали, я так по секрету Мгм. поделюсь с нашими Мгм. зрителями, что было какое-то разделение, да, в первые Мгм. недели между какое-то Мгм. деление на группы, Мгм. отделение иностранцев от Хаймиша. Да, Мгм. ну, мне кажется, это такое деление, оно присуще любым группам, когда, ну, независимо, что это за группа, когда группа формируется, Мгм. пока проходят все этапы, пока стадии, да, кто-то Кёнен oder Nein Да, друг с становление другом, да, да, группы, все верно, коллектива. становление Мгм. группы. Были свои сложности, да, кто-то с одним коммуницирует, с другим нет. Ну, а потом все постепенно налаживается, находятся свои подгруппки, Мгм. скажем так. У каждого здесь одна цель, я считаю, это пройти это обучение, получить знания. Мгм. Вот, все к этому идут и поддерживают друг друга на самом деле. В Супер. этом плане, да. Возможно, коммуникация ее нету, да, на паузах, я имею в виду, потому что на уроках, естественно, это запрещено. Вот, так не идет. Вот. Но на самом деле здесь более такое свободное. Вот это вот мне нравится, что ты не просто там сидишь за партой и ты должен слушать. Нет, идет коммуникация именно с преподавателем. Мгм. Это нравится. Супер. Да. Это вот вы сейчас рассказали то, как проходит обучение в самой школе, Да. да, в флеге шуле, во время теоретической фазы. Мгм. А есть же еще практическая фаза. Да. Именно в этой практической фазе вы работаете или проходите Мгм. практику в небольшой амбулаторной службе, да, она называется импот, Да. да, она молодая, насколько я Мгм. знаю. И как вот выглядит практика ваша Мгм. во время практической фазы? Значит, практику я начала, получается, это у меня вторая неделя, Мгм. вот только. Есть 2 смены, в нашем амбуланс, да, есть 2 смены. Первая — это начало смены в 5:50, окончание где-то в час, около 2. И вторая смена — это 15:00 либо 15:50, и опять окончание где-то в 20:00, 21:00. Все зависит от расстояния от пациента до пациента, потому что дорога на машине, Мгм. где-то дорога перекрыта, где-то еще что-нибудь. Возможно, приезжаешь, да, там, к пациенту, что-то есть определенное время, но можно к этому времени тоже не успеть, ну, потому что дорога занимает много времени. В принципе, мне нравится. Где-то в вечернюю смену пациентов 10-12, в первую смену чуть-чуть побольше. Вот. Ну, у каждого, да, свое, так сказать, свой бихандлинг. И да, учимся, познаем, как все. Вы пока Да. больше пассивно наблюдаете, да? Да, я Мгм. сейчас пассивно наблюдаю. Ну, и Мгм. стараюсь, естественно, я помочь где-то что-то, Мгм. потому что видишь, что делает Кранкеншвестер, как обрабатывает, где, какие Мгм. растворы. И вот в этот момент, когда уже приезжаешь, запоминаешь, подаешь, если Мгм. обработка, например, раны там или еще что-нибудь, ты уже знаешь, где откуда что Мгм. достать нужно. Вот. Ну и так далее. Супер. Да. Ну, это быстро вы втягиваетесь, Мгм. зная вас, и я Мгм. больше чем уверена, что вы быстро втягиваетесь. И везде, в любом месте достаточно поддерживающая атмосфера. Да. Это вот особенности, наверное, культуры здесь, Мгм. на работе, в Германии. Я это прочувствовала Мгм. сама. Атмосфера поддерживающая в основном, да, более или менее, но все-таки люди стараются с пониманием отнестись, тем Мгм. более в такой ситуации, когда у нас есть Pflegenotstand, Мгм. да, когда такая нехватка сотрудников именно в области медицины. Люди понимают, да, что если сейчас кто-то чем-то будет недоволен и уйдет, или прекратит образование, Мгм. да, уйдет, поменяет сферу, то это снова как бы потерянная надежда на получение дополнительных сотрудников, коллег, которые будут с тобой работать и поддерживать. Мгм. Есть ли что-то, что вы можете сказать людям, которые мечтают, да, только задумываются об этом, допускают какую-то мысль о том, что они Есть. могли бы, да, переехать в другую Я страну? бы хотела сказать, что все реально. Это можно сделать. Хватит ли на это силы? Просто когда человек ставит перед собой цель, может быть, она может быть еще иллюзорна и непонятна. И вот когда человек сталкивается, наверное, с первыми преградами,
Самое главное не отступать, потому что то, что вчера оказалось, наверное, невозможным, сегодня уже смотришь, о, так это же было вчера, а сегодня я это сделала, а у меня завтра еще предстоит это. И когда это все сам делаешь, идешь постепенно, постепенно растешь. Если это ваше, если нужно человеку, если нужно сменить страну, либо сменить профессию, то почему бы и нет? Просто надо разложить все по полочкам, что мне нужно делать первое, второе, третье, просто к этому двигаться. И поддержка, она на самом деле очень важна. Вот. И вам большое спасибо, потому что без вас, наверное, я бы, может, и не решилась. Спасибо вам за то, что вы старались вместе, да, потому что это на самом деле очень командная работа, когда вместе, да, Согласна. когда студент, соискатель старается, мы же тоже, мы можем только помочь. Большинство всех этих моментов зависит от самого студента, от самого соискателя. Это вот 90% успеха. Согласна, да. Просто Да. за самого соискателя никто ничего не сделает. Да. Если нужно, то нужно двигаться, нужно двигать ножками, Да. скажем так. Вот. Но, в принципе, большое спасибо. И я на самом деле очень рада. И я сама за себя горда, да, что я это сделала, и я это не побоялась. Просто сам себя узнаешь, когда переезжаешь. Это то же самое, это путешествие, это другая культура, это другой язык, другой менталитет. И это интересно на самом деле. И это играет большую роль. С работой все понятно, нужно много учить, много делать. А как вы отдыхаете? Есть ли выходные? Что Да. делаете в выходные? Какие у вас? Мы проехали по прекрасному городу Дортмунд. Он своеобразный, да, он такой очень breit gelegen, то есть растянутый. Есть ли какие-то у вас любимые места или наоборот нелюбимые места, куда вы не любите и больше не поедете? Ну, нелюбимых мест именно в этом городе у меня нету. Отвечу на вопрос, как я отдыхаю, да, если есть выходные, я не сижу дома, ни вечером. Если есть такая возможность куда-то выйти и увидеть что-то новое, я только за, потому что мест красивых, с новыми ландшафтами и что-то в этом духе здесь много. Это Германия, пожалуйста, да. И я стараюсь на выходных, я стараюсь выезжать в другой город, посмотреть что-нибудь новое, что есть поблизости, либо на другую землю. Вот. А что касается Дортмунда, да, город на самом деле, да, интересный. Между прочим, Боруссия Дортмунд — это, как все знают, если любители футбола, да, пожалуйста, welcome Дортмунд. Это у нас штат Халля, там есть стадион, огромный стадион. Кстати, все хочу туда съездить, но пока нет возможности. Есть другие пока места, наверное. Вот. Я очень люблю Хёрде, вот это вот место. Очень мне нравится Ромберг парк, очень большой парк, очень красивый парк, спокойно, ну вообще отлично. Так, город сам по себе был полностью разрушен после войны Второй мировой, и поэтому в основном здесь преобладают новые здания, новые постройки. То есть, чтобы увидеть старый город, я думаю, надо выехать за пределы. Да, здесь его нет. Может, есть где-то место, но я еще пока не знаю. Яночка, я вам желаю, чтобы у вас все получалось, чтобы вы достигали своих целей, возможно, подтвердили ваше образование социального работника, да, которое у вас есть уже в будущем. Получили это образование. Сейчас перед вами открываются двери, которых очень много, и вы можете выбирать. Сейчас уже сами решать, если вам какая-то помощь будет нужна, вы знаете, где нас искать, но я буду всегда рада. Я вам благодарна за то, что вы такая целеустремленная, и именно поэтому у вас все получается. Желаю вам успехов. Спасибо большое, Ольга, за такие приятные мотивирующие слова на самом деле. И я вас хотела поблагодарить за
Вообще то, что есть такая команда, как и то, что мне вообще посчастливилось с вами связаться, вас найти за то, что вы делаете, за группу, за немецкий язык, за преподавателей, за помощь и поддержку. И я просто знаю, что я могу вам позвонить, я могу на вас рассчитывать. А, Если что-то я не знаю, я могу у вас спросить. Вы всегда знаете, где, что, какую информацию можно найти. Я вам очень благодарна. Спасибо за то, что мы с вами наконец-таки встретились. Да. Спасибо большое.